Всем привет! В России, наверное, осталось немного людей, которые ничего не слышали о коронавирусе, смертельном вирусе, вспыхнувшем в конце прошлого года в китайском городе Ухань и с бешеной скоростью распространяющимся по всему миру. На борьбу с эпидемией тратятся колоссальные деньги. Однако, пока каких-либо серьезных результатов в борьбе с новой угрозой для человечества не достигнуто. В связи с этим картина происходящего в мире напоминает сюжет фильма про зомби-апокалипсис, когда человечество разделилось на две части – зараженных и тех, кто ищет ключ к спасению от опасной болезни. Коронавирус имеет столь колоссальные последствия, что с ним не может сравниться ни один из современных, известных науке вирусов. Кроме прямой угрозы жизни и здоровью людей, инфекция сеет панику среди жителей всего земного шара и бьет по экономикам государств во всем мире. Так, падение производства из-за коронавируса в КНР обрушило фондовые рынки Китая, США и России, обвалило мировые цены на нефть и другие полезные ископаемые, потребляемые экономикой Поднебесной. На фоне того, как многие страны подсчитывают убытки от коронавируса, невольно задаешься вопросом, а кому же выгодна эта эпидемия? Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? По одной из ведущих версий возникновения коронавируса считается, что он создан людьми в лабораторных условиях с целью удара по экономике Китая. Как известно, главным врагом последнего является США. И хотя президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп так до конца и не довел ни одной из своих официальных угроз в адрес Поднебесной, точку зрения того, что коронавирус является биологическим оружием Запада, разделяет большинство жителей Китайской Народной Республики. Жалкая кучка преступников, вечно прибегающая к насилию. Вы всегда помыкаете слабыми. Хватит гнать, Америка не жестокая. В Китае проживает около 1,5 миллиарда человек, а на одного китайца приходится менее 7 квадратных метров земли от общей площади государства. С учетом того, что для проживания людей пригодна лишь половина территории Поднебесной, то ее население буквально не влезает в страну. В связи с этим, по одной из версий, коронавирус является средством решения проблемы перенаселения Китая. Главным образом, эта идея симпатична Белому дому Соединенных Штатов Америки, где в сокращении численности населения Китая от коронавируса видят исключительно успех от собственных экономических санкций в отношении КНР. Господин президент, нам только что сообщили, что на Землю напали инопланетяне. Ага, ясно. Я понял, но я займусь этим позже. Я должен узнать, что случилось с этой уткой. Сэр, с каждой минуты растет число погибших людей. Люди погибнут в любом случае. А утка еще, возможно, выживет. Я читал эту историю раньше, господин президент. Утка умрет. Еще одной версией возникновения коронавируса является скрытый удар США по экономике России. Дело в том, что в последние годы Китай занимает первое место по объему товарооборота России с иностранными государствами. Таким образом, удар по экономике КНР оказывает на Российскую Федерацию намного большее негативное воздействие, чем все вместе взятые антироссийские санкции США. В данную версию происхождения коронавируса главным образом верят в Министерстве обороны Российской Федерации и, пользуясь случаем, планируют внести в правительство предложение об увеличении статей бюджета на оборону. Скоро всей вашей Америки кирдык. Мы вам всем хоть рожь устроим. Понял? Что-то к нему пристал, Францис вообще. Пошли. Какая разница? Другой версией появления коронавируса является предположение, что он возник из-за утечки из вирусной лаборатории Института вирусологии в городе Ухань. Эта версия очень похожа на сюжет фильма «Обитель зла», в котором главная героиня в исполнении великолепной Милы Йовович ведет борьбу с последствиями биологической катастрофы, произошедшей по вине одной из частных фармацевтических клиник. Благодаря последним событиям, город Ухань для многих людей действительно стал олицетворением обители зла, а для режиссера картины «Обитель зла» Пола Андерсона также вдохновением на создание 7-й части одноименного сиквела. Привет, я Мила. Не можете вспомнить, что было в предыдущих частях «Обители зла»? Я помогу. Другой возможной причиной эпидемии коронавируса считается заговор фармакологических компаний. Так, по версии одной из групп сторонников теории заговора, некое тайное общество фармакологов создало новый штамм коронавируса с целью заработать на продаже противовирусных препаратов. В то же время, по мнению другой группы людей,
также видящих во всем следы тайного вмешательства, коронавирус не существует. Разговоры о нем – это следствие заговора СМИ с целью переключения внимания людей с более важных вещей. Так, российские последователи теории тайного вмешательства полагают, что таким образом власть хочет отвлечь внимание народа от участия в референдуме по внесению изменений в Конституцию страны. Есть предложение. Мне кажется, что мы очень подробно обсудили... Здравствуйте. Я коронавирус. Да, спасибо. У ученых также есть свое объяснение происхождения коронавируса. Согласно заявлению китайских вирусологов, опубликованного в американском журнале Journal of Medical Virology, источником нового штамма коронавируса явилась летучая мышь, которая съела зараженную рыбу. После того, как инфекция, передавшаяся от рыбы к летучей мыши, мутировала, крылатая млекопитающее съела змея, которая впоследствии была употреблена в пищу двумя китайскими братьями. Один из них умер от коронавируса в больнице Уханя, а другой в результате невероятной реакции его организма на вирус стал думать, что он Бэтмен или Человек-летучая мышь. Я Бэтмен. Поскольку на сегодняшний день бесспорных доказательств той или иной версии возникновения коронавируса не представлено, то каждая из них имеет право на существование. Что на самом деле является причиной происхождения новой смертельной болезни и кто стоит у ее истоков, покажет время. Будьте здоровы и подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором». Пишите в комментариях о том, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за внимание. Пока.